Как жить подольше на танках? Совет первый. Окей. Все, что связано с подвижностью, мы поделим на аркадный и недоаркадные режимы. Как и с авиацией, можно сказать, что у нас есть энергия, и мы ей торгуем. Как можно заметить, в РБ у нас даже на полном ходу есть возможность развернуться от силы один раз. И все сводится к тому, насколько крутая у вас чуйка. Нам нужно начать доворот именно в тот момент, когда враг будет стрелять. Особенно больно от таких маневров людям со слабыми машинами и низким фреймрейтом. Допустим, у нас танк не может поворачивать без начальной скорости. Башни, тоже нет, а враг вот он, уже едет по нашу душу. А заряжающий еще только доедает свой бутер. Тогда смотрим на ускорение танка. В данном случае у нас хорошее ускорение и максимальный задний ход, поэтому лететь вперед смысла нет. И вот когда мы набрали какую-то скорость и видим, что противник уже остановился, стабилизировался, прицелился, то самое время начать доворачивать. Но если бы это было на Пантере, остается только брать на таран. А в аркаде можете крутиться как хочется. Очень понравилась вот эта дуэль. Не думаю, что из 3 собирался так дрыгаться, но после моих действий хорошо мимикрировал. Ну и в целом для танков с рандомной броней в духе, например, Т-44, очень актуально мотать башни в стороны. Какой-то абсолютной защиты это не дает, но если считать каждую щеку как 50% шанса затанчить, уже должно быть неплохо. В этом эпизоде я классненько так разыграл из-2 на выстрел в маску, ибо стрелять в маленький правый кусочек лобовой детали никто не будет, а вот в левый более чем. Зная это, я всегда рамбую, защищая именно правую сторону пушкой. Смотрим ситуацию. Вы стреляете в другой какой-нибудь танк, который выехал на вас на полном ходу, и не уничтожаете ничего критичного. Все, что вам остается, это как можно скорее встать противнику бортом и надеяться на то, что враг не попадет по наводчику и казне. Плюс у большинства современных ОБТ в бортах есть баки, но о них я расскажу чуть позже. Кстати, стрелять любому ОБТ в командира при таком положении башни будет абсолютное большинство, поэтому торгуя бортом желательно торговать именно через право. Для челленджеров и ариет это спасает от взрыва боекомплекта, а для всяких AMX-10 или Хелкотов спасает от заведения камерников. Вот мы тут танчим бортом, но я-то знаю, что челленджеру надо стрелять в 4-й каток. Налево повернешь, наводчика потеряешь. Направо повернешь, боекомплект подорвешь. У танков с качающейся башней играет холмов и задрав башню вверх, можно словить рикошет. А в случае с М4 вполне честное непробитие. Само собой, не забываем про экстренное торможение. В одном эпизоде я выжил, а вот в другом попался сам. На дистанции это помогает еще сильнее. Также и с авиацией. И с птурами. Баки жрут осколки. Тупо превращают кумули и ломы в дыроколы. От этого строите свое рэмбование. Т-54, АМХ-30, Леопард-2, Абрамсы и прочее. Также можно взять в пример АМХ-10 челленджеров. У них огромные баки в бортах, что очень сильно повышает их живучесть от некамерных снарядов. Баки взрываются крайне редко, так что не переживайте. Если уж показывать совсем просто и понятно, то вот так выглядит кумулятивная струя, которой пришлось пройти через бак. Помните, я говорил, что Т-80 боекомплект потеряет? Вполне может не потерять, если сойдутся звезды. Казенная часть орудия — отдельный кекис. Хотя не так давно разрабы переделали бронирование казенок, обычных танков без разрушения корпуса это не коснулось, и 300 мм так и осталось. Сужу по вот этой политочке у Кайлера. То есть все, что нужно делать, принимая урон, это подставлять врагу башню так, чтобы снаряд в итоге оказался в казне. Примерно вот так это выглядит. Это, конечно, при условии, что вы точно не можете затанчить лбом и в дальнейшем отбиться. Если стрелять камерниками, то тут тоже свои варианты. Осколки при попадании в казну идут конусом назад под плюс-минус 45 градусов. Именно поэтому почти любой танк может затанчить почти любой камерник при определенных обстоятельствах. Намеренно пожрать вражеские камеры у вас, конечно, навряд ли получится. Ну вот, например, один из вариантов. То есть, в принципе, в безысходной ситуации, когда по вам стреляют из очень мощного орудия, мы так же, как и с ломами, подставляем врагу башню так, чтобы снаряд угодил в казну. Если брать камерники Пантеры, то в такой ситуации Центурион довольно часто может выйти победителем. Беру турнирный пример. Враг знает, что Джамбо может пробить его только под калибром, поэтому он доворачивает той стороной, где должен сидеть заряжающий, так еще и из-за казны я не могу убить наводчика. А он в это время просто стоит и ждет ремонта казны, далее наказывая меня. Еще хочется упомянуть, что в САУ с открытой рубкой, как, например, Эмиль, можно спрятать казной своего наводчика от пулеметного огня авиации. Ствол. Это такая вещь, которая может пожрать в себя 183 мм хэш и даже не пожелтеть. Поэтому для танкования мы будем пользоваться стволом, так же как и казной. Возьмем, например, ИС-3. Пробивается в щель мехвода. Опа, и уже не пробивается. К сожалению, компенсатор такой здоровый, что обойтись без урона простым рикошетом об ствол не получится, но время точно выиграете. В клинче стволом также можно блокировать наведение противнику. Включаете прицелы, просто все время следуйте за вражеским стволом. Сам по себе ствол не очень крепкий, особо сильный лом он не затанчит, но вот что послабее более чем. Взрыв в БК.
Наверное, самое очевидное, но почему-то невыполняемое даже самыми пожилыми видосоделами условия. По кой черт брать с собой фулл БК, даже если и не фулл, а непомерно много? Возможно, так реалистичнее, но что-то мне подсказывает, что суть не в этом. Вот, например, у меня один снаряд во лбу. Т-80 очевидно на фугасах. Не было бы у меня этого одного снаряда, то 3 танкиста в башне выжили, и я, может быть, бы догадался не стрелять второй раз в НЛД. Вот мужичок на XM1, у которого я подорвал БК во лбу. Казалось бы, все норм, я стрелял в сторону наводчика, но самому наводчику на это дело было пофигу, и он не умер. У XM были абсолютно все шансы отомстить мне, если бы у него не было этого боекомплекта. Про маусов с фулл БК в башне даже говорить ничего не хочется. Не забудьте их поблагодарить за это. Есть танки, которым не критично сколько с собой брать снарядов. В пределах здравого смысла, конечно. Это Шерманы, американские тяжи Т-серии, Т-34, потому что она на полу. Какой-нибудь Porsche Тигр из-за нулевой живучести и так далее. Если у танка перезарядка в районе 6-9 секунд, берем от 15 до 24 снарядов. У танков, где есть БК первой очереди и БК спереди, можно брать снарядов побольше, но заполнив лишь первый уровень. Второй уже опаснее, особенно если будут стрелять каморниками. Если танк беспомощное ведро с КД в районе 20 секунд в духе Эмиля, Су-152 и прочих САУ, которые могут стрелять только выжидая, 8 снарядов нам хватит абсолютно на все. Если танк мощное ведро в духе послевоенных ИСов, от 8 до 12 снарядов хватит более чем. И, кстати, для ИСа это самое главное условие. 10 выстрелов это 3 минуты перезарядки. В каждом ли бою приходится так долго воевать на одном танке. Если снаряды внезапно кончаются, то в этот момент вы либо всех убили, либо уже стоите на точке и пополняетесь. К тому же на точке боекомплект заполняется сразу в боеукладку первой очереди, что очень важно для танков с бибараном и автоматика. В конце концов, не забывайте, что из-за вашей дурости рядом с вами может абсолютно ни за что погибнуть киберкотлет. А может быть и наоборот. В игре почему-то бытует мнение, что броня у нас ничего не танчит с появлением кумулей. И вообще вещь чисто для галочки, и что ИСы у нас взрываются чуть ли не с одного только взгляда. Надеюсь, вот этого футажа хватит, чтобы понять, что в битве против дыроколов важен каждый снаряд. Это не баг, не недоработка модели, это стабильный результат. Не попал ровно в снаряд — отдыхаешь. Дымы — вещь крайне ситуативная. Во-первых, учтите, что дымы в режимах с маркерами ставятся в районе 12 секунд, ибо время исчезновения маркера зависит от коэффициента маскировки. Пока таймер тикает, имею право ничего не говорить. Во-вторых, в зависимости от ваших настроек графики, вы будете видеть разную картинку. В-третьих, я в другом городе, что ты мне сделаешь? В-четвертых, вас могут просвечивать легкие танки, и даже прождав 10 секунд вам могут напихать. У советских дымовых бочек дым создается так, что силуэт танка все еще неплохо видно. Как работают дымы в аркаде против воздуха, я честно не представляю, но вот этот автоматик, например, почти смог. Но если маркеров нет, дымы мешают уже гораздо сильнее, особенно учитывая, что снимки с РЛС видят маркер сквозь дым. Порой бывает, что с критами лучше не надеяться подчиниться в дыму, а уехать. Особенно хорошо это получается у топовых танков. В недоаркадных режимах на точке дымы перезаряжаются почти мгновенно. Соответственно, если вас штурмят, закрывайте всю точку дымами, пока не отстанут. Еще на турнирах можно время потянуть. Для всяких алюминиевых джипов без какой-либо живучести и брони действительно, от кустов толку мало. Разве что какой-то чел на максималках вас в лесу не заметит. Но если облепить кустами танк с броней, то начинается реальная жесть. Маскировать танк нужно в зависимости от его ослабленных зон. То есть для Т-44, 54, королевских тигров и прочих танков с непробиваемым корпусом залепливается башня. Чем шире и выше кусты, тем лучше. Вообще, если брони в корпусе никакой нет, зато есть что-то в башне, то лучше также потратить все на башню. Для танков в духе первого Тигра КВ-220 кусты также закрывают лючки и маску, а на корпусе лепится на стык лба и борта, размывая углы рамбующего танка. Брони это само собой не прибавляет, но враг тратит гораздо больше времени на прицеливание. Вот так выглядит в бою рамбующий Тигр, у которого куст установлен на стыке. Просто сложно представить, под каким углом борт, где там пулеметное гнездо с щелями хода, микросекунды раздумий и как результат... Бум! Леопард 2.5 и Чифтон со Стилбрю, например, кустами облепить не получится, поэтому лепим кусты куда угодно. А вот так, кстати, выглядят столпы кибератлетизма. Так танки залепить уже не получится. В далекие времена можно было купить 6 здоровенных желтых кустов и залепить себе всю башню, чтобы видно было один лишь ствол.
В общем-то, все сводится к тому, чтобы враг больше думал перед своим выстрелом. Соответственно, у вас было больше времени на ответ. Еще мне бы очень хотелось сказать про экспертов и асов, но это скорее про экономику, чем про живучесть. Но разницу показать покажу. В одном случае 150 экипаж и эксперты, в другом абсолютно нулевый. Кстати, в анализе защищенности всегда асы 150, поэтому в реальном бою урон обычно гораздо выше. Наверное, совсем капитанская мысль, но игра в отряде тоже очень повышает выживаемость. Помимо очевидного троса, вы можете помочь с ремонтом. Доходит до того, что ключевые модули чинятся быстрее, чем перезаряжаются всякие дрыны. На этом у меня все. Самое главное, никогда не сдаваться. Вот у меня была возможность прихлопнуть этот Абрамс, но я уже решил, что проиграл. Возможно, потому что знак пересадки наводчика исчез, но это в принципе не важно. Если вам вдруг кажется, что тянуть время, чтобы вас спасли, это бессмысленно, просто посмотрите эту нарезку. Она занимает довольно продолжительный период в видео, но я считаю, что она обязана тут быть. Да и в целом любые секунды, пока враг ковыряет вас, сказываются на итогах боя. Поэтому не выпрыгивайте из танка сразу, когда вас кританули всего, один раз. Хотел бы я сказать, что вы теперь бессмертны, но, к сожалению, это как покер. Хоть вы лучший игрок в мире, если карта не легла, всегда есть шанс, что даже абсолютно нулевый игрок влепит вам в лоб с подрывом БК и попы. У разных машин свои углы поворота, расположение модулей и так далее. Запомнить как и что для каждой абсолютно невозможно, из-за того, что постоянно приходится менять свою машину, а с ней противников и тип снарядов. Напишите, пожалуйста, в комментах что-нибудь доброе. Пожелайте там денег или какого-нибудь другого универсального блага. Возможно, вы знаете какой-то смешной анекдот? Я не знаю. Новый видос завтра.